Дорогие мои друзья, всем привет из Луганска. Мы с вами находимся возле мединститута. По многочисленным просьбам приехал я сюда опять. Много, так сказать, бывших студентов из Фейсбука, причем не наших местных, а именно из-за границы, пишут и просят снять более подробное видео. Ну вот мы сейчас с новой моей камерой пойдем прогуляемся и снимем вам новое видео. Это вот здесь по левую сторону у нас остановка. Ну а здесь у нас один вход вот центральный. И правее, друзья, еще один вход. И вдалеке церковь небольшая, часовня святителя Луки. Так, ну пойдемте, наверное, через центральный вход зайдем. Сейчас сессия у студентов идет, у нас конец января. Наконец-то началась у нас зима. Морозит целый день стоит, снежок идет. Ну, классно, короче. И сейчас мороз небольшой днем. Вот видите, вывеска: Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки. О, кстати, я когда осенью приезжал, здесь ремонт полным ходом шел. Везде были строительные леса. А сейчас, видите, красиво все. Объектив у нас сейчас линейный стоит с выравниванием горизонта, поэтому не такой большой обзор. Давайте немножко снимем панораму. Кстати, друзья, напишите мне в комментариях, как вам больше нравится снимать. Когда я снимаю, ну, в смысле, как вам больше нравится смотреть, когда я широким снимаю. Или когда я снимаю вот таким приближенным к телефону ровным. Но, соответственно, обзора у него чуть меньше. Здесь скульптура врача вот такая интересная. Так, да, это у нас центральный корпус. Но он никак на карте не обозначен, друзья, тяжело сказать. И вот он с переходом в другой еще корпус идет. На карте ничего нету. Да, а вот эта часовня называется часовня Луки Крымского. У них тут корпусов факультетов, я смотрю, не расписано. Видать, все практически в одном корпусе здесь находится. Поэтому информации на карте нету. Ну, а сам я не врач, не могу ничего сказать. Тут только вот общежитие есть, ну, понятно, на карте. Там где-то столовая и лицей здесь еще есть. Ну, пойдемте прогуляемся по кругу. Вывесок здесь никаких нету. Здесь где-то отделение банка тоже есть. ЛНР. Он, кстати, банкомат. Ну, понятно, студенты стипендию получают, поэтому банкоматы есть. Но банкоматы, друзья, у нас только пока что Госбанка ЛНР. Ну и, кстати, в магазинах тоже этими карточками расплачиваться можно. Вроде даже можно как-то переводить деньги и в Южную Осетию как-то там есть там. Там вообще у нас у многих уже давно есть сбербанковские карточки, ну и все такое. В Донецк съездил российский и оформил. Обналичить, конечно, у нас здесь просто так не обналичишь, но какие-то посылки можно заказать с доставкой Донецк, потом съездить забрать. Хотя есть люди, которые за отдельную плату это все привозят. Ну, тут тоже надо смотреть, как выгоднее. Ну, студентов все равно прилично, друзья, учатся, потому что у нас образование признается в России. Сейчас они уже дипломы с аккредитацией российской дают. А обучение здесь на порядок ниже, чем в России, друзья. Так, общежитие номер 1. Вот такое вот общежитие, друзья. Идем дальше. А мы так по кругу сейчас пройдемся. Поснимаем. Здесь вот аптека. Дальше следующее общежитие идет, да?
Хотя на карте вот это, по-моему, здание было как профилакторий. Ну, раньше были в каждом институте типа профилакториев, там лечебные всякие процедуры там и так далее. Медицинский пункт, ну, по крайней мере, у нас так в Машинституте было. Да, я здесь когда приезжал, я снимал осенью, я выходной день был, и карантин был, что здесь вообще никого не было. Да, общежитие номер 2, друзья, это. А, профилакторий там дальше, друзья. Ну, мы сейчас дойдем. Это я перепутал. Там вон автомобильная стоянка. И тоже въезд еще один есть. Здесь вот дальше корпуса какие-то идут. Ну, просто медицинский институт написано. И все. И больше ничего. Вот это вот здание по левую сторону. Только написано, что библиотека, что ли. Мы сейчас отдельно туда прогуляемся. Да, он и в медицинской форме ходят. Ну, здесь же и на практику отправляют их и в облбольницу, и в первую. Да, в принципе, наверное, по всему городу. Ну, кто-то, может, поближе хочет. Вот так вот центральное здание изнутри, друзья, выглядит. Ну, летом здесь понятно, что все зеленое, клумбы цветов и так далее. Ну, сейчас все снегом покрыло. Ну, со снегом, друзья, я вам скажу, красивее, чем когда я здесь был осенью, и просто уже все пожелтело, опало и стало неприглядное. Да, вон молодые совсем студенты идут. Может, первый, второй курс. Ну, честно говоря, мне вот уже скоро, через пару лет будет 40, а чувствуешь себя внутри, как будто тебе 20. И ты студент. И ничего не изменилось, друзья, по ощущениям внутри. По мышлению и так далее. Здоровье, конечно, где-то, да. Но это надо следить за собой. Здесь такая вот парковая часть идет, друзья. Дальше он спортивный комплекс там. Ну, мы прогуляемся сейчас до стадиона и к нему. Солнышко, вон, видите, начинает пробиваться. Здесь библиотека. Здесь скульптура вот такая вот. Святитель Лука. Ну, он же институт называется в честь святителя Луки. А молодежь, я так понял, с пар пошла в общежитие. Хотя сейчас 12 часов. Ну, может, перерыв просто большой. Пошли там зачем-нибудь или пообедать. Да, тишь да гладь. Снежок. Деревьев, видите, много насадили. Молоденьких. Подрастут. Хорошо здесь будет, друзья. А здесь возле библиотеки, видите, здесь елочки растут, туи. Здесь вот, судя по семенам на веточках, это липы. Люблю липы, они так классно пахнут, когда цветут. Да и чай с липой, друзья, тоже очень вкусный. Впереди это у нас еще общежитие. Здесь большие, гляньте, какие общежития. Все высокоэтажки. Ну, я, честно говоря, не знаю, в каком году мединститут строился. Ну, наверное, попозже, чем Маш.
О, гляньте тут. Короче, что тут деревья, я так понимаю, принадлежат институту. И за нанесением всякого ущерба, так сказать, штраф $100. Ну, тут так много иностранцев учатся, табличка на английском. Вдалеке он, кстати, да, вот профилакторий, что на карте. А это вот у них своя котельная. Топит здесь. Не знаю, это она такая вроде небольшая, что неужели все территории отапливает? Вдалеке стадион. А мы-то еще прогуляемся с вами. Здесь непонятно, кафе что ли какое-то или что-то на первом этаже строится. Красивое на территории. Непонятно, то ли ремонт идет, то ли уже доделанный что-то. А, нет, что-то еще вон делают здесь, друзья. Ну, здесь, может, иностранцы живут. Вон котейка, гляньте, сидит наверху. Тоже здесь посажено много небольших деревьев. Еще пока не выросли. Но это вот недавно посадили, наверное. Год-два, может, назад. Молоденькие совсем. Тоже он чем-то посыпали, что оно вон таять начало. Вдалеке профилакторий. Ну, ближе уже к нему, друзья, не пойдем. Потому что там ничего особо интересного. Вон елки, старое здание тоже. 4-этажное. Пойдем здесь вокруг сейчас пройдемся. Снежок начинает срываться. Ну, сегодня снег не передавали, завтра вроде снега должно побольше выпасть. Дальше у нас идет вот это коттеджный поселок вдалеке. Здесь красивые дома, большие. Летом здесь я проезжал, на велосипеде снимал. Я вам видео в конце оставлю, кому интересно, посмотрите. Ну, конечно, я там прям так детально все не снимал, но в принципе видно, понятно, что там-то как там. О, здесь БТР старый стоит. А это у нас общежитие, друзья, идет с другой стороны. Вот такое. Они, может, здесь, ну, это ж медики, может, у них тут есть какие-то, типа, военных медиков, знаете, грубо говоря, наверное, тоже и военная кафедра или что такое есть. Они, может, здесь какие-то нормативы оказывают, ну, и лазят в него, вылазят и так далее. Они же тоже во время боевых действий должны пехоте, ну, и вообще военным оказывать медицинскую помощь. Поэтому он вот это и стоит. Тоже какая-то вон полоса препятствий. Здесь у них стадион такой большой. Ну, футбольное поле стандартное, наверное. Здесь он на плите голубей кормят. Вышли на открытое пространство. Здесь сразу ветерок, друзья, начался. Вот такой вот, друзья, стадион. Не знаю, играют тут в футбол или нет. Ну, наверное, в теплое время студенты, может, играют.
Ну а сзади коттеджный поселок идет. Видите, какие дворцы. Да у нас много по городу таких мест с подобными домами. Настроили в свое время. Здесь вот трибуны идут. Это вот для флагов подставка. Я не знаю, сейчас какие-нибудь соревнования устраиваются футбольные, может там между факультетами и так далее. Я когда в Машинституте учился, у нас там кто занимался спортом, ну как, у всех физкультура была, но там было разделение. Кто-то баскетбол, кто-то футбол, кто-то спортзал, тяжелая атлетика. Ну, короче, разные там были направления. Здесь, наверное, тоже это есть. Вот баскетбольная, друзья, площадка. А вдалеке, не знаю, может теннисный корт или что-то какие-то закрытые. Здесь Чищино чуть похоже, но тоже, в принципе, неплохо. Ну и вокруг тоже вон территория, библиотека отсюда видна. Ну да, то я катался, вообще никого не было. А сейчас вон люди прям ходят туда-сюда, сессию сдают. Может, кто-то еще зачеты. Сейчас как раз в январе обычно сессия. Хотя это у нас Маша была, здесь может по-другому. Тяжело сказать. Но я думаю, что у всех плюс-минус одинаково. Ну, Машинститут мы хорошо отсняли в прошлый раз. Сельхоз тоже отдельно я съездил, снял. Когда погода была такая более летная. ПЕД тоже видео есть. У меня есть общее видео по институтам. Ну, в ПЕД можно будет сейчас вот прогуляться тоже. По снежку зимний поснимать. Отдельно. Мне там от дома недалеко. Так что, может, прогуляемся. Свежим воздухом подышим. Так что, друзья, приезжайте к нам учиться. Война потихоньку рано или поздно закончится, и коронавирус закончится, и все нормализуется. Цены у нас подешевле, дипломы российские. Здесь вон тоже еще одна спортплощадка идет, друзья. Там вон вдалеке гостиница, а вдалеке он уже областная больница бывшая, сейчас она республиканская называется, находится. Здесь вот строили новое какое-то здание, но не достроили его. Наверное, война началась, а там тяжело сказать. Продолжаем наше движение, друзья. О, какие здесь елочки красивые, гляньте. А вон студенты идут зачеты сдавать. Спортивный комплекс. Может, хотя, может, уже, друзья, и пары начались, тяжело сказать. Но, по-моему, у нас начинались в феврале. А январь у нас сессия весь шла. Ну, здесь, может, по-другому, тяжело сказать. Да, целая группа вон студентов пошла. Видимо, на занятия много человек пошло. Может, уже и пары начались, друзья. Хотя у нас, по-моему, с числа 15 начинались января. Наверное, да, с 15 после Старого Нового года, я вот помню. Мы сдавали первые экзамены. И
Ну, недели 2, наверное. Ну да, до конца января. А в феврале уже, там, я не помню, по-моему, начинались новые занятия. А у нас-то система менялась. Вначале ж мы учились, когда я поступил, по обычной системе, ну, как все студенты. Я, честно говоря, не знаю, как в России учатся. Ну, как от сессии до сессии. У нас там единственное, что, по-моему, месяц мы учились, неделя самоподготовки. Там месяц учились, неделя самоподготовки. Ну, как-то там было, там, может, не совсем месяц, там, 3-4 недели. То есть вот так вот как-то было. То есть тоже как бы условно, ну, как не на четверти, но было разбито. Промежуточные там какие-то контрольные сдавались и так далее. То есть спустя вот это вот промежуток. И мы, друзья, получается, вот так вот учились, да, полугодие. Ну, а потом у нас приходила сессия. Сначала у нас шли зачеты перед Новым годом, а после Нового года, там с небольшим интервалом, там начинались экзамены. А с февраля потом, ну, новая опять учеба начиналась. Ну и опять, грубо говоря, там в районе месяца учимся, потом неделя на самоподготовку. Потом опять месяц учимся, и там уже было промежуточные какие-то контрольные. Потом опять мы месяц учимся, опять неделя самоподготовкой. Ну, еще месяц учимся, а потом там уже лето. И летом у нас получались там тоже сначала зачеты, потом экзамены. Ну, экзамены, по-моему, были у нас, друзья, в конце июня, если я не ошибаюсь. А июль уже был у нас каникулы. И было у нас время, что там же летом должны были быть отработки какие-то. Но по факту на них никто ничего не ходил, ничего не делал. Там чисто символически, может, что-то приходили на кафедру, помогали. Ну, без фанатизма. У нас и в школе когда-то пытались нас на отработки заставить ходить, но так это знаете, как еще постсоветские вот эти темы, а они в последнее время меньше, хуже. Ну, я, честно говоря, не знаю, сейчас вообще есть у студентов какие-то отработки. Оно и с практикой это последнее время уже тяжело было. Ну, здесь им обязательно практика нужна, у них же потом и интернатура и так далее. Они-то все-таки людей лечат. А в машиностроении, конечно, там потяжелее было, потому что заводы уже плохо работали. На практику тяжело было попасть. А если и была практика, то, ну, такая, чисто символическая. Не такая, как раньше, что инженеры становились за токарные станки и работали. Я вот когда болел, лежал в областной гастроэнтерологии. Там какие-то были, то ли, наверное, с интернатуры. Не на практике именно студенты, а с интернатуры. Там у нас и в школу, помню, приходили студентки, преподавали нам что-то. То ли историю, то ли читали какую-то часть уроков. Так, ну вот тут корпуса, друзья, идут. Вот такие вот. И в больнице, когда малой был, помню, лежал, много было тоже таких после института. Ну, это те еще времена были довоенные, это давно было, друзья. И неправда. Тоже, видите, здесь такая аллея березок красивая. Но здесь уже березки постарше. Это, наверное, друзья их до войны еще посадили. Здесь вот почищено, песочком посыпано. Чтоб студенты и преподаватели не спотыкались. А здесь вот деревянная церковь такая интересная. Фундамент из красного кирпича, а сама вроде из сруба сделана. Не знаю, декоративный или действительно сруб. Луки Крымского. Вон и крест стоит. Ну, мы потихоньку с вами, друзья,
идем уже на выход. Здесь тоже еще одно какое-то здание идет. Вот здесь, наверное, какой-то... ну это лекционные. Да, это лекционные. Я смотрю, что, видать, 2 лекционки небольшие, потому что окна ярусом. Видимо, там парты ярусом расположены, за которыми студенты сидят. А он вдалеке, смотрю, то ли калина, то ли рябина. Наверное, рябина, скорее всего. Похоже, да, на рябину. Ягоды замерзшие висят. Здесь вот фонтан раньше был. Ну, а сейчас только, как бы, он еще есть, остался. Но, наверное, друзья, вряд ли он работает. Даже не знаю, интересно, когда его последний раз включали. Пойдемте еще прогуляемся сюда, к этим корпусам. Вон, видите, фонтан какой. Старый, ну, я не знаю. Он, наверное, в 90-е годы последний раз работал. Тяжело сказать. Кто нас смотрит, кто здесь учился, может, скажет. Здесь вот такая вот гравюра красивая. Мозаика. Раньше любили такие вещи делать. Врачи. Да, без врачей сейчас, друзья, никуда. Ну, здесь, видите, здесь большая часть корпусов, они как-то между собой все соединены в одну постройку. Хотя, видите, написано корпус и блок на английский номер 2. А здесь вот приемная комиссия. Давайте подойдем, посмотрим. ГОП Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки приглашает на обучение. Вот, кстати, телефоны. А вот кому интересно их сайт. Правила приема. Друзья, ну тут очень много. А здесь вот информация. Ну сейчас, благо, карантины закончились, и они хоть нормально стали учиться. Потому что у нас, как и везде, долгое время были карантины, и то учились, то на дистанционке, то еще как-то. Ну, короче, не учеба, а черт знает что было. Сейчас вроде они уже нормально учатся. Ну, это у медиков надо спросить. Вроде говорят, что омикрон помягче, и дай бог, может, к ним все, друзья, и закончится. Да, мы, друзья, с вами будем идти на выход, заканчивать наше сегодняшнее путешествие. Ну что, друзья, подходит к концу наше сегодняшнее с вами путешествие. Прогулялись мы сегодня с вами по Мединституту. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, друзья свои. Ну, рассказал, что смог. Я здесь не учился, поэтому плохо знаю эту территорию, поэтому не обижайтесь. Ну, друзья, идем мы потихонечку на выход. В конце что я вам пожелаю? Как всегда, крепкого здоровья, не болейте. Надеюсь, эпидемия закончится, границы откроются, и вы сможете приехать в гости в Луганск, повидать нас. Ну что, друзья, до новых встреч. Пока-пока.